Китайский гигант BYD готовит к старту продаж свой новый флагманский внедорожник Fengchen Bao 8, который впечатляет своими внушительными размерами и мощностью. Этот автомобиль продолжает серию леопардов, которая достаточно успешно стартовала на местном рынке с Леопардом 5. «Восьмерка» должна закрепить успех с помощью надежной рамной конструкции, практичной гибридной силовой установки, расширенных возможностей автопилота и других особенностей. Дополнение гибридной силовой установки позволяет водителю получить в свое распоряжение быстрый разгон тяжелой техники при умеренном потреблении топлива. Под массивным капотом Leopard 8 скрывается мощный гибридный силовой агрегат, состоящий из 2-литрового бензинового двигателя на 272 лошадиных сил и 2 электромоторов 272 и 408 лошадей. Суммарная мощность этой установки составляет 939 лошадиных сил. Коробка передач, по видимости, будет, как и у младшего брата, так называемый электронный вариатор. Разгон до 100 км в час занимает всего 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 180 км в час. Однако емкость батареи и запас хода на одной зарядке пока не раскрываются. Информации о тяговой батарее нет, но она явно несет в себе немаленький заряд, так как разогнать внедорожник со снаряженной массой 3300 и полной 3900 кг может только действительно серьезный электрический элемент. При этом Fengchen Bao Leopard 8 может еще и вести за собой прицеп с нагрузкой до 2,5 тонн, а это уже серьезное заявление не только на хорошую проходимость, но и на использование гибрида в длительных поездках и путешествиях. Новый внедорожник разработан с применением фирменной тележки DMU, уже опробованной на младшем Леопарде. Leopard 8, помимо полного привода, оснащен такими важными для преодоления бездорожья опциями, как понижающая передача, 3 блокировки дифференциала и интеллектуальная гидравлическая система DSSP от Yangwang U8, позволяющая менять дорожный просвет. Интерьерная часть салона еще не рассекречена, хотя уже известно, что трехрядный внедорожник может иметь 6 или 7 посадочных мест, панорамную крышу, многочисленные зарядные разъемы в салоне и медиасистему с расширенными возможностями подключения к сети. По салону младшей модели можно судить о направлении мыслей дизайнеров, которые дорабатывают детали оснащения Fengchen Bao 8. Можно предполагать, что в топовой модели бренду будут применяться не менее качественные материалы, и пакет опций расширит до максимума. Автомобиль получит целый список интеллектуальных помощников и даже автопилот, но какого уровня, пока не сообщается. За работу этих систем отвечают 3 установленных на крыше лидара. К дополнению лидаром есть также камеры и датчики, которые помогают контролировать окружающее пространство. А функция «прозрачный капот» пригодится для аккуратного проезда по наиболее сложным участкам пересеченной местности. Автомобиль получился достаточно крупным. Его длина составляет 5195 мм, ширина 1994, а высота 1875 мм. Колесная база 2920 мм. Углы въезда 30, съезда 29 градусов. Колесные диски на 20 или 21 дюйм. Гибрид довольно высок, и выходить из него, сразу ступая на землю, может только очень высокий человек, так что его снастили электрическими боковыми подножками. Задняя часть чуть выступает над дорогой за счет широкого бампера и запасным колесом на крышке багажника. Это ничуть не портит внешний вид автомобиля, а наоборот, добавляет ему брутальности. Фары прямоугольные, вертикально поставленные, задняя дверь багажника открывается традиционно вбок, что очень удобно при перевозке грузов. По статусу разработчики противопоставляют Fengchen Bao Leopard 8 внедорожнику Toyota Land Cruiser 300, но с внушительной возможностью перевозить действительно серьезные грузы. Старт продаж Леопарда назначен на 3-ю четверть текущего года по ориентировочной цене 500 тысяч юаней, или в переводе $69 тысяч. Утилитарные кроссоверы с ограниченными возможностями по преодолению сложных дорожных препятствий окончательно завоевали рынок. И это правильно, так как на практике современным автолюбителям редко требуется штурм речек вброд и другие расширенные возможности. Но в ассортименте отдельных производителей сохранились модели с прочной рамой, рассчитанные на повышенные эксплуатационные нагрузки.
Именно по такой схеме создан самый большой внедорожник бренда Feng Chenbao, принадлежащий компании BYD. И почитатели именно таких машин уже притихли в предвкушении обладания необычным и впечатляющим гибридом. Судя по всему, Feng Chenbao 8 станет своеобразной переходной моделью на пути к еще более дорогому Yangwang U8 от другого суббренда BYD. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.